Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую. Семен Сергеевич, у нас очень бурное событие. Жара лютая во всех смыслах этого слова. И в погодных, конечно же, и, естественно, собственно, политических и околополитических и военных событий очень много. Идут такие удары, в общем, размен такой наотмашь, да, причем по территории Украины. В Запорожье прилетает в маршрутку, в Днепре в предприятие, погибшие, раненые. Прилет непосредственно там по другую линию, сторону линии фронта, в Каховке в общем, многоэтажка была поражена. Заводы, предприятия, и кажется, что этому нет конца. Однако Путин говорит, что это не влияет, ситуация, на фронт как таковой. А, И вообще, то есть, да, Анкоридж, да, не было там никаких соглашений. Ну, в принципе, приедет Кушнер, Витков, как освободятся после Ирана. И, в общем-то, будет продолжение, а раскачать, собственно, Россию изнутри не получается. Ситуация доходит до какой-то определенной точки. Мы с вами пытались ее поймать, где она, вот эта точка. А, Как меняется ваше отношение, да, к происходящему и к вот этой точке, не бифуркации, не критического момента, но вот какого-то пика, после которого все пойдет на спад? Я не считаю, что мы еще подошли к какой-то точке пиковой, потому что сейчас идет эскалация. Причем эскалация идет предсказуемая. Мы многократно это обсуждали. Вот, это не моя все-таки профдеформация. Вы больше это с товарищем Димурой обсуждаете. Но эскалация еще пока даже не вышла на что-то такое, как в анекдоте, ужас, но не ужас, ужас, ужас. Просто видна смена стратегии, вот, она видна в первую очередь со стороны Киева, что он в первую очередь начал бороться против тылов России. В то время как российская стратегия не менялась, там идет в первую очередь наступление именно на фронтах, а Киев больше наступает против тылов. Ну а по поводу заявлений тут что сказать? Обе стороны говорят, что это никак вообще не повлияет ни на что. Вот, поэтому погоды стоят в этом смысле предсказанные, и в большей степени бушует война когнитивная, да, потому что киевская сторона настаивает на том, что вот еще чуть-чуть, 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 и в России, так сказать, все посыпется. Ну, российская сторона, в свою очередь, говорит о том, что все под контролем, все четко. Медиа, они же каждый играет на своей волне. Кто продает зраду, те рассказывают о том, что уже все пропало, гипс снимает, так сказать, клиент уходит. Другая часть играет на перемогу, что мы, так сказать, крепки, броня крепка. Поэтому, в общем-то, ничего не меняется, объективно говоря, как в контрнаступ закончился осенью 23-го года, да, в 24-м уже по большому счету. Вот оно все так и катится уже, считайте, третий год. Поэтому я ничего нового не вижу, за исключением того, что, конечно же, вот уже говоря, если про российскую ситуацию нашу, я сейчас нахожусь в Севастополе, жара стоит, конечно, адская, кроме всего прочего, только вчера, и позавчера, да, то есть вчера вот уже при мне мой друг и товарищ получил QR-код на бензин, то есть начали продавать по QR-кодам, это, грубо говоря, по талонам, да, если так говорить. В общем-то, оно как-то вот восстановилось, хотя неделю его не было совершенно. Но это в Севастополе. В Крыму еще ничего не восстановилось. Вот. В смысле, там и не было этой системы QR-кодов. Вот. Но я думаю, что вскоре возобновятся талоны. А в целом в России от региона к региону мы видим, что вводятся определенные лимиты. Но я думаю, что это связано с двумя факторами. То есть фактор первый – это неизбежные спекуляции при нынешнем политэкономическом укладе, потому что не поспекулировать – это значит не заработать. А с другой стороны идет, с моей точки зрения, форматирование немного нашей нефтепереработки, потому что у нас же есть
крупные нефтеперерабатывающие заводы и малые нефтеперерабатывающие заводы. Ну вот крупных их около 30 единиц, малых их там в районе 80, ну там 80-100, как считать, да, эти малые. Ну вот, соответственно, проходит это переформатирование, что нагрузка по большей степени пойдет на малые. Но, как и всегда в кризисных ситуациях, должно пройти там сколько там, 2 недели, месяц для того, чтобы спекулянты заработали на первом этапе. Но это всегда так происходит совсем. А потом наступит некая стабилизация. Ну, неизбежно, конечно, скорее всего, будет рост. Но я же просто считаю, что в нынешнем укладе это не товары дорожают, это деньги дешевеют. Поэтому дорожает все и у всех, ну, кроме, так сказать, биржевых акций. Ну, это там тоже своего рода спекуляции. Мгм. Лукашенко с Си Цзиньпином встретился. Странная, ну такая, не то что странная, закрытая. Она-то не странная, они часто с Путиным встречаются на Валдае. Но атмосфера, по крайней мере, так ее создает медиа, такая гнетущая была. И ни слова, ни полслова после этой встречи мы, по сути, не услышали, только то, что Путин сказал. А он сказал, что суверенитета хватит у Беларуси, то есть, ну и вот такие какие-то очень... И фактически так вот уводит фокус внимания с ультиматумов Зеленского, с проблемой на границе. Путин говорит, ну, мол, как бы обсудили, ну, как-то так, в общем, непредметно. Но эти телодвижения Лукашенко смотрятся, давайте так, достаточно, ну, претензиозно. То есть мы понимаем, что что-то будет. Тем более, что тут Путин, там Си Цзиньпин и дальше остальное турне. А, Ведь смотришь на Лукашенко и все равно не можешь дать себе ответ на этот вопрос. Ну хорошо же украинцам. Ну смотрите, как Украина. Ну да, вот выбрали себе лидеров, президентов каких-то, да. Они менялись, представляете? Плюс, они не просто менялись, ну там, спокойно эти президенты продавали страну, все, что плохо лежит, покупали себе яхты, не знаю, там на Лазурном побережье какие-то апартаменты, самые дорогие, самые там супер просто, как бы дома, замки, все это, все. Смотрите, как хорошо. А тут Лукашенко. Тут вот только, собственно, как бы в его сторону глянули, а он совершает вот такое турне. Причем совершает для себя, ну то есть для белорусов, для своего, так сказать, колхоза, как тогда его называют председателем колхоза. Вообще какой-то несовременный, что ли. Мог бы спокойно все там продать Западу, да, как-то так уехать, жить под гарантиями, радоваться, поставить какую-нибудь там Тихановскую условно. Вообще неправильный какой-то. Как вы расцениваете вот его маршрут, ситуацию и, ну вот, какие перспективы тогда вырисовываются после таких контактов Александра Григорьевича? Тут надо разделить на несколько этапов. То есть действительно был визит в Москву, и он же сопровождался двухдневными переговорами, по результатам которых не было никаких заявлений. Ну, потому что если бы было, так сказать, что сказать на публику, наверное, было бы сообщено. То есть, скорее всего, это было некое согласование позиции. Ну, а визит непосредственный дальше в Китай, ну, во-первых, он был анонсирован и заранее. Вот. Во-вторых, Китай – это вектор интеграционный, который Республика Беларусь выбрала уже давно. Ну, там же было две, так сказать, направления. То есть, с одной стороны, Республика Беларусь рассматривалась как площадка для китайских инвестиций. Это тоже последние 10, даже уже больше 15 лет, там, вплоть до всяких индустриальных парков, как он называется, Великий Камень, если не ошибаюсь, вот, размещение, вот автомобили начали производить в Беларуси, это как Белджи, это фактически локализация китайского автопрома, и вообще, в принципе, китайские инвестиции активно присутствуют. Поэтому Беларусь уже давно стала республика, такой вот площадкой для китайского капитала, который осуществляет свою экспансию, в общем-то, по всему миру. И это не какой-то особый случай белорусский.
Китайский капитал очень много где присутствует, и в том же Казахстане, и в той же Киргизии. Поэтому, с моей точки зрения, опять же, это визит не экстраординарный, но с учетом того, что были вот эти вот двухдневные переговоры, можно говорить о некой согласовании позиций. Вот, потому что любые угрозы в отношении Белоруссии – это, конечно же, угрозы в том числе и вот тем самым китайским инвестициям. Поэтому, с моей точки зрения, вот, если говорить про трек именно переговорный, то это попытка воздействовать на Запад за счет включения Китая. Вот, чтобы каким-то образом, не знаю, повлияли еще как-то. Но с моей точки зрения, попытка вызвать дух Пекина – это такая же иллюзия, как и дух Анкориджа. Потому что нас с Китаем, ни Россию, ни Белоруссию не связывают никакие оборонные подлинные союзы. То есть можно сколько угодно говорить о том, что там мы союзники, мы братья навек, но по факту Китай никаких обязательств перед нами не имеет. Есть дружба, там договоры о дружбе, есть рост товарооборота, но чтобы нести какую-то ответственность, этого в принципе нет. И как мы увидели на примере там, той же Курской области, что вот, например, у России никого, кроме Северной Кореи, подлинных союзников не оказалось. И мы не видим, чтобы Китай как-то блокировал поставки тех же дронов в отношении Украины. То есть вот ничего личного, только бизнес. Расчет на защиту инвестиций. Ну вот давайте посмотрим на примере вот, то, что мы называем пост Украины. То есть она развалилась на много маленьких кусочков. Ну вот Янукович перед, так сказать, уходом, он же подписал большие, такие вот договора о намерениях с тем же Китаем. Вот как раз, собственно, в Крыму должен был появиться как раз в Коломийском заливе, это между Евпаторией и Севастополем, где-то как раз в районе САК, должен был появиться там новый порт, который и должны были инвестировать китайцы. Ну, в общем-то, ничего, инвестиции потеряли, и никак китайская сторона по этому поводу никаких заявлений не делала. Дальше давайте посмотрим судьбу инвестиций, например, китайских в Ливии. Это тоже ни для кого не секрет, что как бы Каддафи активно интегрировал и заманивал к себе китайский капитал, но никаким образом, кроме там действий каких-то в Совбезе ООН по ситуации в Ливии особо не было. Дальше китайские инвестиции в Иран, да, то есть есть определенные действия, но никто особо активно не включается за Иран. Поэтому логика очень простая. Если у тебя нет подлинного союза и тех союзников, которые готовы за тебя как-то вот то, что называется, впрягаться, то риторика будет риторикой, а реальность будет реальностью. Потому что вот Иран показал, как он может сопротивляться, и, в общем-то, это единственный способ как-то противостоять любой агрессии. Поэтому, с моей точки зрения, Подождите, что бы давайте... ни делала Республика Беларусь, рано или поздно, скажем так, киевский режим применит оружие против Беларуси, либо будет шантажировать, что вы, так сказать, должны вообще никак не помогать России. И Республике Беларусь придется делать выбор. Да, это, кстати, очень интересно вот, по теме союзничества. Опять, можно относиться к информации, которая сегодня пришла от службы внешней разведки российской, да, как играм спецслужб, но можно там взять и попробовать считать за чистую монету. Сообщили сегодня, что киевский режим, так вот они формулируют, да, пытается взять под контроль наркотрафик и, собственно, в общем, пытается взаимодействовать с латиноамериканскими разными группами, картелями, кланами для того, чтобы это все дело оседлать. Почему? Потому что денег не хватает. Нужно где-то искать деньги, понимаете? Так, если так проще говоря, то есть, в общем, не цураются, собственно, не отмахиваются ни от одного, да, такого как бы момента. Это же вообще, если так разобраться, это же какой-то просто акт отчаяния.
насчет денег. Насчет денег. Цифры красивые рисуют. Ожидают в Анкаре там 70 миллиардов на этот год, следующий еще 70 миллиардов. Но веры в это мало. Судорожно, спотыкаясь, припадочно у Мирового банка под гарантией Британии, да, в общем, выписывают миллиард, потому что есть очень необходимые бюджетные потребности. Вот сейчас деньги нужны на вчера. То есть вот эта ситуация по поводу Беларуси, я почему вот преломляю через союзников Украины, да? Ну, то есть союзнические отношения. Там же как у Киева, ну, принято говорить, наши союзники, наши партнеры, наши там европейские друзья. Ну, как бы друг, как бы дружба дружбой, как говорится, да, табачок врозь. Ведь Лукашенко и Путина, да, вот как выписывали последние дни аналитику, что если будет война, боевые действия, то, что вы говорите, что рано или поздно случится, против Беларуси, то тогда России это еще одна головная боль. Потому что нужно прикрывать Беларусь, выполнять союзнические обязательства, нужно тянуть ПВО, тут бы свои, скажем так, наладить мощности ПВО, правильно распределив и как бы введя, может быть, какие-то там новшества, да, для того, чтобы новые угрозы от вот этих дронов все-таки как-то закрыть. Об этом вчера тоже Путин говорил в отношении топливного кризиса и как бы моментов, да, с логистикой связанных. А тут еще и Беларусь. Беларусь сама, ну, не может, она все-таки небольшая страна, давайте так. И Лукашенко тоже понимает, что ядерный удар это, конечно, прекрасно, да, но можно его наносить или нельзя, и какие последствия. Поэтому балансировка Лукашенко, она понятна. Но тогда возникает вот сейчас момент, когда природа союзнических отношений выходит на первый план. Насколько она изменится у России и Беларуси, и насколько она изменится ли у Украины и Европы, там, Запада, глобалистов. Вот главный стратегический, как вы говорите, да, вот стратегическая, скажем так, конфигурация, которая меняется, какой будет в этом отношении между, например, Украиной и Западом и, ну вот, не знаю, союзниками России. Да, вы абсолютно верно рассуждаете. Сейчас пробуется на прочность вообще вся система международных альянсов, которая возникала после краха двуполярного мира. Потому что в двуполярном мире было плюс-минус понятно, так сказать, союзники, кто за кого несет ответственность. Но даже в условиях двуполярного мира никто никакие союзнические обязательства не выполнял, если сам союзник не проявлял волю к сопротивлению или к победе. Ну, потому что, вот, допустим, вспомним даже Афганистан, когда Советский Союз перестал выполнять свои союзнические отношения перед Наджибуллой, тот все равно сопротивлялся и, в общем-то, достаточно долго удерживался. Есть очень хорошая книга последнего советника, который уже в войска ушли, Махмуда Гореева, советского генерала. Я рекомендую всем его прочитать. Вот. Это как раз о событиях, вот, когда войска ушли, а вот пара наших осталась, и вот как отчаянно сопротивлялись афганские власти, тем, кого называли тогда маджахедами. И как их подло потом, собственно, убили. Вот. Хотя они, в общем-то, добровольно, ну не то чтобы сдались, а сдались под гарантии. И поэтому, с моей точки зрения, вот, после этих кризисов у нас возникнут новые альянсы. Вот, какие-то страны, может быть, и вовсе исчезнут. И по большому счету новую, так сказать, реальность нам предсказал Трамп. То есть, если в двуполярном мире сильные игроки, они готовы были малым игрокам платить за то, что они входят в их орбиту влияния, ну, на чем во многом, ну, как говорят либералы, я не считаю, что это было главным фактором, вот, как наша либеральная, так сказать, часть интеллектуалов российских считает, что там Советский Союз разорился на помощи союзникам. Ну, это вообще теория еще, которая там со времен Солженицына живет, о том, что там надо сбросить подбрюшье Советского Союза, мы как бы хватит кормить всех. Вот. Это, конечно же, во многом манипуляция, потому что вроде сбросили, а все равно кредиты выписывать продолжили.
А вот в текущей ситуации, когда начнутся неофеодальные войны, ведь в чем особенность феодальных отношений? Это же мы помним еще из учебников истории. Вассал моего вассала, не мой вассал. То есть между собой вассалы могут воевать, а сюзерен за этим всем будет наблюдать. Поэтому я думаю, что наоборот, после вот этого кризиса малые страны будут платить большим странам за, собственно, поддержку суверенитета. И в этом смысле это будет во многом откатом в век, так сказать, там, 18-19. Об этом уже многие говорят, о том, что неофеодализм – это ну, вот, реальность 21 века. И, собственно, то, как ведут себя большие игроки, вот, я думаю, что это будет наша общая тенденция. Потому что никакого, в общем-то, перехода к, ну, скажем так, новой экономической формации нет. Инклюзивный капитализм шагает по стране, ну, не по стране, по миру, да, от страны к стране. Вот, человек превращается, в общем-то, в полный объект манипуляции любых со стороны корпораций. То есть стратегия на то, что никому ничего не должно принадлежать. Жрать надо синтетическую как бы, пищу. Все, что настоящее, должно быть очень дорогим. И по большому счету происходит новое расслоение, ну вот если говорить уже про глобальную, да, на новую, так сказать, аристократию, которая, ну мы же видим отчеты по всем странам, то есть богатые еще больше богатеют, бедные еще больше беднеют, попадают в полную зависимость. Отсюда эта вот идея этого базового безусловного дохода. Ну а как для того, чтобы люди не сильно бухтели, им вот дан вот этот вот новый, так сказать, цифровой мир. Радуйтесь ему, радуйтесь цифровому потреблению, а дальше все вас не должно волновать. И мы видим, как, в общем-то, консервируются модели политические. Ну, вот тот же Иран, он одним из первых свою модель законсервировал. Западная демократия, которая считалась раньше такой уникальной отмычкой, с помощью которого можно ну, вскрыть любой режим и привести туда управляемые, так сказать, элиты, она, в общем-то, не работает. Ну и, соответственно, мир, судя по всему, разделится на больших, так сказать, игроков, которые будут в том числе диктовать свою волю за счет того, что могут обеспечить безопасность, и малые такие террористические режимы, которые сейчас вот ярко проявляются в Израиле. То есть, ну вот, то есть, соответственно, это малая страна, которая, пользуясь поддержкой, так сказать, большого игрока, терроризирует всех вокруг, и им это абсолютно сходит с рук. Но это же появилось тоже у нас, эти проблески, ведь новый мир, он же не появляется очень ну, моментально, да. Это же как вот Первой мировой войне предшествовали десятилетия конфликтов, например, Балканских войн. Это интереснейшие, когда там Румыния, Болгария, Сербия, Турция воевали друг с другом, а и Греция еще, воевали друг с другом в разных конфигурациях. Это происходило всего там за пятилетия. Вот такие вот союзы заключались, когда, так сказать, друг друга кошмарили вот на этих Балканах, не могли разделить эту там зону влияния. Так что, судя по всему, мы откатываемся в этот период. Это, в общем-то, тоже ни для кого не новость. Нам давно объясняли, да, что социализм или варварство. Ну вот мы откатываемся в варварство. И в этом смысле особняком будет стоять, как мы видим, в общем-то, Китай. У всех кризис, у всех проблемы. Все так или иначе скатываются к войнам, либо прямым, либо когнитивным. И только Китайская Народная Республика демонстрирует устойчивый рост. Ну почему? Потому что там иная политэкономическая модель, от которой вот лично мы отказались. Ну что ж, как бы теперь придется жить в неофеодализме, никуда не денешься. Вы знаете, парадоксальная история. Вот вы описываете характер отношений, и это, наверное, ключевой момент, потому что от этого союзничества и новых союзнических отношений, новых процессов перераспределения в мире сил и зон влияний, наверное, зависит, конечно, исход войны на территории Украины. Ну, то есть не наоборот, как там лупит украинская пропаганда, что вот мы сейчас тут решаем, мы тут защищаем вас, Европа, ну, вот с поляками вот эти все, знаете, орденопады и так далее, там, да, вот мы вот вас А это защищаем. важный фактор, его надо разобрать будет, да. Вот я хочу не просто его разобрать, я хочу сюда, знаете, что вот присовокупить? День Конституции же вчера был. И на территории Лавры Зеленский открывает бюст Мазепи.
и делает объявление, что Ленин, которого сбили в 2014 году, ну там 13-й, по-моему, ну в общем на Майдане, да, я сейчас не вспомню. Ну, в первые дни Майдана это же произошло. Это 13-й год, конец года, то есть вот это вот, я помню, как там ликовали все на маркетплейсах, продавали вот эти частички этого Ленина, да, они же разбили его, прям кусками продавали, там что-то собрали, куда-то отправили, короче. Значит, и на этом месте, это Бессарабский рынок, это центр города Киева, все, ну, кто был в Киеве, кто ездил там в Крещатик, смотрел, там, ну, это такое знаковое место, там поставят Мазепу. Но меня интересует именно отсылка к вот тому времени, оно же примерно, но вот совпадает с тем, о котором вы говорите. Это один нюанс. А второй нюанс, всегда удары по, ну, там, по святым местам, по каким-то, да, вот, возводили в степень определенного, ну, какого-то, ну, цинизма, варварства. А сейчас из Киево-Печерской лавры создали абсолютно не сакральное место или сакральное, но в понимании антироссийскости Украины. Соответственно, уже, ну, собственно, может и в лавру прилетать, потому что там Мазепа стоит. Я очень банально, очень упрощая, да, вот привожу нарратив, который запускается по перепрошивке украинцев. Что вы думаете на этот счет? И, ну, у меня простой вопрос к вам, да, наверное. А почему Мазепа? Других не нашли? Ну, давайте про перепрошивку украинцев. Началась она давно, с одной стороны, но с другой стороны была какая-то часть, которая этой перепрошивке сопротивлялась. И поэтому все эти символические действия, это, конечно же, борьба с внутренним москалем, назовем это так. Ну, с одной стороны, это когнитивная война против России, ну, то есть раздражение, так сказать. То есть, с одной стороны, вот мы наносим удары, а Мазепа это же все-таки, как ни парадоксально, это же герой не украинской истории, это герой русской истории, потому что большую часть своей жизни Мазепа был, ну, насколько верным он потом предал, да, но в целом он был слугой Петра Великого, советником, вот, авторитетной личностью. И в определенный момент, ну, в общем-то, он опирался на государственный бюджет Российской империи, получал, так сказать, дотации, всячески демонстрировал лояльность. Более того, своих конкурентов, которые, кстати, докладывали в Петербург, что Мазепа готовит предательство, он с помощью интриг сливал. Вот, то есть, на самом деле, это же, еще раз говорю, это герой нашей истории, ну, русской в широком смысле и конкретно Российской империи, которая как раз становилась. Это, знаете, как вот это, чей Крым, Мазепа чей? Ну, мы-то никогда не отказывались, понимаете, он же в том числе, и я напоминаю, в чем же была история Петра Первого, он же сделал орден Иуды в единственном экземпляре для Мазепы, и было, это же зафиксированный исторический, ну, факт, да, что никогда малороссов не попрекать Мазепой, да, что это было предательство конкретно Мазепы, и никогда это не нужно распространять на весь народ. А вот уже в незалежной Украине, у которой проявился дефицит, собственно, украинских, ну, вот в пантеоне, потому что на кого ни посмотри, это, в общем-то, ну, герой общий, да, поэтому нужно было вычленять отдельные личности, и пришлось опираться либо на преступников, либо на предателей. Ну и, в общем-то, украинский национализм, ну, это как бы я давно эту тему объясняю, да, он состоит из, ну, он базируется на 3 столпах, то есть это опора на мазепинство, то есть на внутреннее предательство, то есть нужно долго изображать своего, и в этом смысле Зеленский, ему очень близок Мазепа, потому что Зеленский кто такой? Это человек, который сформировал себя внутри нашей общей культуры сначала КВН, еще советской на самом деле, это еще оттуда она растет. Дальше он заработал ну, как бы славу и деньги в рамках телебизнеса большого. Я же напоминаю, фильм, где он снимался, Ржевский против Наполеона. Все это снималось в Москве. Более того, я помню в 2019 году ликование нашего медиакласса.
московского, который говорил: ну, наконец-то пришел наш, мы же все его знаем, он же в Москве лучше, чаще бывал, чем в Киеве. Это наш правильный, так про Мазепу точно так же говорили. Так он же наш, смотрите, мы его знаем вообще давным-давно. Поэтому конкретно Зеленскому Мазепа действительно очень близок, потому что это тоже факт. В первые дни СВО тому же Зеленскому пытались звонить, ну, те, кто его знал из Москвы, вот, и наоборот пытались звонить, да, то есть они какие-то личные, но никогда не надо путать, как нас учили в операции, свою шерсть с государственной. И какие у вас бы ни были личные отношения, если ты уже пошел по политическому пути, с него свернуть уже очень-очень сложно. Это первый фактор, то есть почему важен Зеленскому именно Мазепа. Второй фактор – это, собственно, ну, борьба с внутренним москалем, то, что мы коснулись. То есть для того, чтобы кормить вот это вот, ну, мы же тоже с вами уже еще в первых беседах, но я просто напоминаю наш, так сказать, базис, ну, по которому я лично двигаюсь через свое там мировоззрение и методологию. Это в условиях ну, бесконечной войны, в которую сделал выбор, так сказать, Зеленский, вот. Ну, не только Зеленский, и до него это сделали элиты. Нужно постоянно кормить свое вот это вот радикальное меньшинство, стаи. Вот. Зеленский это понял очень хорошо. Я напоминаю, этот очень такой, он медийно был яркий момент. Вот эта история «Я не лох». Он же попытался своих, так сказать, вооруженных нациков остановить. Да? У него же была попытка остановить Минские соглашения. Ну, в смысле, внедрить их, да, в жизнь. Он понял, что они его сами сожрут. Теперь же это еще добавилось. Раньше были нацики, то теперь еще появилась вот это, как мы сравнивали, СБ ОУН, ну, мафия ТЦК. То есть это тоже стая, это хищники, которые должны жрать само общество, для того, чтобы общество находилось в ситуации боязни, чтобы общество, в общем-то, постоянно мандражировало, чтобы оно молчало, вот, чтобы оно ничего не говорило, и тогда, в общем-то, режим может держаться достаточно долго. Это же, собственно, такие режимы, если мы вот вспоминаем, например, режим Франко в Испании. Ему же удалось пропетлять. Он, с одной стороны, был и союзником Гитлера с Муссолини, а потом еще до 70-х годов продержался. И там до Да, с сих пор вашего вспоминают. позволения, Семен Сергеевич, с вашего позволения одна ремарка, да, и продолжите. Потому что нам еще нужно перейти к полякам и к вот этим орденам. То есть это тоже ведь, ну, вот это мазепинщина, понимаете? То есть такой дух или шлейф, или как правильно выразиться. Одна ремарка только. Вы когда сравниваете, ну, вот с Франко, например, да, некоторые там шли дальше, сравнивали с Гитлером, там еще с кем-то, с другими, да, там, С Пилсудским можно сравнить. диктаторами. У меня вот все-таки идет такое внутреннее сопротивление. И мотивами я хочу с вами поделиться. Образование ноль. Ну, то есть ноль. Уровень личности, ну, только надутый, понимаете? Надутый образ. То есть, опять-таки, они же изначально пошли по этому пути. Вот этот однострой, вот эти все как бы повыше эти тапки, да, которые там на платформе, чтобы выше казаться. Фотографии, где в 19 году Зеленская выше, да, а потом, Карл, король, так сказать. Почти прямо одинаково. Понимаете, это все элементы образа. И это все деланная история, абсолютно деланная. Когда люди, с которых мы исторические личности, причем негативные, или там, которые вклад внесли негативный в историю вообще развития, да, человечества, там, Европы, континентов, мира, они хоть маломальски были фигурами, но тут мы имеем искусственный образ таких, скажем так, фигур. И вот от этой искусственности тошно. Потому что, по большому счету, мы так или иначе с вами, ну, когда смыть макияж, да, с красивой девушки, она окажется не такой уж и красивой и играет причинными местами на рояле, на нотах вот этих историй. Я не могу понять. То есть мы, получается, таким образом, как бы наоборот, хвалим Зеленского.
говорим, какой он, представляете, сопоставляя его с вот этими личностями. Вот такая природа вот внутреннего Ну, сопротивления подобных сравнений. и я понимаю ваше, так сказать, негодование, но дело в том, что деградация это проходит на глобальном уровне, и общество деградирует. Ну, то есть, как есть хороший такой анекдот украинский, яка країна, такие и теракт. То есть у нас проходит деградация политиков в целом. Ну вот давайте посмотрим на британских политиков. Ну, как бы по сравнению с Черчиллем они тоже значительно деградировали, или с той же там Маргарет Тэтчер. Поэтому это, в общем-то, тенденция всего 21 века. То есть человек становится современным, очень инфантильным. Он живет вот в этом вот цифровом мире, в мире образов, в мире коротких, так сказать, информационных сообщений. Политики вообще перестали писать книги, мемуары вы никакие, в общем-то, особо не почитаете, потому что им рассказать особо-то нечего. Они не Да способны ладно, это да, формулировать. да ну, Семен Сергеевич, посмотрите, Юлия Мендель и то книжку пишет. О Зеленском сколько книжек в аэропортах по сейлам. А сам Ну, он вот что, эти. кроме коротких сообщений, написал? О нем Ничего. пишут книги. Он Вот, там вот биография. Кость Бондаренко, да, вот он проанализировал, потому что Кость еще представитель, ну, предыдущей культурной формации, да, то есть человек, который всегда этим занимался. Вот, прекрасные книжки, я читал их еще в начале 2000-х, да. А вот если мы посмотрим на современного политика, да, в том числе, если даже на наших посмотрим, да, ну, какие-то угрозы в соцсетях, короткие информационные сообщения, вот, очень такое подростковое поведение. Это вот в рамках когнитивной войны, которую я подробно изучаю, этот феномен, в общем-то, очень хорошо описан. То есть это подростковый взгляд на мир, вот, очень радикальное отношение, то есть которого вот кидает из крайности в крайность. А политик такого типа, он же всегда апеллирует к низменному. То есть тут же сравнение с тем же там Гитлером, не обязательно, можно с Пилсудским сравнить, еще с кем-то. Это происходило многократно. Потом в Косово такой же режим бандитский основался. Или Саакашвили, который в Грузии пытался бороться с внутренним москалем в виде чего? В виде Южной Осетии, Абхазии и тех, кто был с этим не согласен. Это было что великая личность Саакашвили, хотя он еще вроде советское образование получал. Но мы же увидели БББ, да, МММ, как вот эта знаменитая эта их перепалка с Аваковым. Дело в том, что встать на путь деградации очень легко. Это очень простой путь, вот, когда ты в рамках выборов, вот этой электоральной модели, электоральной демократии, ты все примитивизируешь. То есть ты доводишь все до абсурда. Мы видели, как это проходило на выборах. Я это видел на разных выборах, во всех уголках постсоветского пространства. Это неправильно называют политологи популизмом, потому что это не популизм. Популизм – это народничество, да, если так говорить. А это шоу-политика, когда подлинные политические, борьба политических идей или борьба политических сил подменяется шоу-технологиями. Потому что если раньше главным инструментом агитации была там, допустим, газета или листовка, то есть какой-то текст, через который пытались донести человеку, да, вот, то теперь это короткий ролик, часто бессмысленный. Вот сейчас, например, вот у нас в России, я приведу пример, чтобы вы не думали, что дело только в Украине. Вот сейчас у нас, тоже выборы идут, да, и я прям вижу, как запустили абсолютно тупорылый, это одебиливающий население ролик по дискредитации, так сказать, советской античности про Черемшу. То есть там такое выдул. Не смотрели? Вот. Нет, не Молодежь прям, вот надо глянуть. Вот. Молодежь, это выдуманный персонаж Черемша, вот, который там полулев, в общем, просто как из картин Сальвадора Дали, да, который якобы рассказывает о том, как была устроена жизнь в Советском Союзе. Понятно, зачем это делают, да, потому что нужно там чьи-то рейтинги позбивать, еще что-то. Это локальная электоральная история, да. А по факту это приводит к одебиливанию населения, просто к одебиливанию. И на Украине это было то же самое. То есть, когда шла борьба, так сказать,
за героизацию подонков, предателей и убийц, да, вот, это ж через что шло? Это через шло либо через страх, то есть мы это разбирали, что это голодомор история, да, то есть надуть истории, которые как бы, в общем-то, с одной стороны историками описаны, но мы из этого сделаем страшилку. Либо довести до парадокса, помните это, переписала хату на кота, что-то такое, вот, ну вот помните, да, эти истории. И я напоминаю, вот это просто я был немножко, так сказать, свидетелем, ну я внутри тогда как раз в Харькове работал, когда сливали тогда Добкина с Кернесом. Это же был первый ролик, который набрал 1 миллион просмотров на том старом Ютубе, который вот, ну, не нынешний. Это же вот разговор во время записи предвыборного ролика Добкина с Кернесом, помните, да? И народ это с радостью воспринял. Хотя, ну, для любого политтехнолога это, так сказать, было понятно, что это обычные, так сказать, ну, трудовые будни. Вот. Ну, действительно, много дублей. Говорят очень по-разному политики, да? Но, тем не менее, насколько оно было воспринято, насколько с радостью это все. А вспомните, допустим, мерзавца, там, ну, просто это... Я, кстати, суд у него выиграл, он должен был принести мне извинения, еще украинский. Гончаренко Алексей. Вот, история с Дартом Вейдером, да, и такой тоже там мерзавец Голубов, по-моему, его фамилия, которого американцы взяли на крючок, он же был один из кардеров, хакеров, который деньги воровал. Вот. Вот эта вот история с Дартом Вейдером, который там ходил по Одессе, и не только по Одессе, ну это же как бы было одебиливание, просто одебиливание и превращение все в шоу. И вот эти вот хихоньки-хахоньки, они что же были давно описаны, это же карнавальная культура, вот, у нас Бахтин об этом очень много писал, она тоже происходит своими корнями из того самого средневековья, когда, в общем-то, дикий народ, который всего боится, но у него есть карнавалы, у него есть ярмарки. Ну, у нас, кстати, это то же самое было. Я напоминаю роль наших скоморохов, вот, и тоже ярмарочной культуры, когда такой простой необразованный народ, очень забитый, очень мрачный, который всего боится, его держат на вот этой вот растяжке. Мы же не зря говорим вот про эту зраду-перемогу. Это простейшая, я говорю, манипуляция, которой все средневековье, правящие элиты, вот, они, в общем-то, удерживали в повиновении темный народ. Сначала, с одной стороны, запугать, а с другой стороны, его, так сказать, петрушками и прочими героями ярмарки, карнавалов, его как-то немножко вызвать вот эту вот яркую эмоцию. И поэтому ставка на это сделана давно. А учитывая же, почему это еще произошло, если в средневековье, в первичном средневековье человек был забит и темен в силу того, что он ничего не видел, то есть он даже не выезжал за пределы своего места обитания, то теперь же в 20 веке все-таки произошла революция, человек стал достаточно свободен, начал много видеть мир, поэтому вот это вот одебиливание произошло за счет того, что человек расслабился. То есть человеку не нужно, мы с вами это обсуждали и в прошлой, по-моему, беседе, что человек лишен необходимости решать бытовые задачи, которые делали его человеком, потому что, я напоминаю, чему нас учила советская античность. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. А когда она не трудится, когда человек не производит над собой никакие усилия, ему ничего не надо. Кнопку нажал, все работает. Нет денег, пошел, взял кредит. И его поэтому можно бесконечно развлекать. Кстати, подобным образом же средневековье, оно же родилось на руинах Рима. Вот. А Рим это же что был? Тоже, вот, как вспоминаем учебники истории, очень расслабились граждане. Там в каждом селе уже появились амфитеатры, ну в селе в кавычках, в каждом небольшом населенном пункте. Потому что рабы работают, вот, легионы, так сказать, контролируют всех непокорных царьков. Вот. А если тебе повезло и ты прорвался, почему же варвары так рвались в пределы Римской империи? Ну, потому что там было очень богато, да, то есть там все было очень хорошо. Так чаще всего империи рушатся. Вот вопрос, кто будут этими новыми варварами и будут ли они. И самое главное, вопрос, на как долго вообще затянется вот эта вот агония долгого 20 века. Я думаю, что это будут серии таких вот локальных войн, которыми будут в том числе пугать, потому что США, как главные, так сказать, идеологи и зачинщики всего этого, они сделали ставку на что?
во всем мире должно быть хуже, чем у них, и тогда они будут к себе привлекать в страну всех, так сказать, богатых, умных, ну, кто еще остался. Да, это то, на чем они выиграли Первую мировую войну и Вторую мировую войну. Ну, в общем-то, когда-то Сирия, еще буквально 40 лет назад, это была очень, ну, такая страна ученых, страна там, техника, много чего производилось. Сирийская, например, швейная промышленность, это была, ну, вообще, то есть на очень высоком уровне. Это было буквально 40 лет назад. А теперь посмотрите, это страна Бармалеев. Вот, ну вот вам, собственно, и В результат. том-то и, понимаете, в том-то и обида, наверное, что через эту войну, через уничтожение, а оно достигает сейчас ну, пика серьезного. То есть мы видим, как и по одну сторону линии фронта, и по другую выносятся склады, техника, предприятия, все. Ну, то есть это уже, не, это, если там раньше деиндустриализация, не-не-не, это вообще в принципе, да, вот следующий шаг, если брать эти территории прифронтовые, ну, те, которые вот сейчас подвергаются этим ударам, это как раз-таки эта страна Бармалеев, понимаете? Когда не будет никого, когда будет там коптеть какой-то генератор, чтобы какой-нибудь там подзарядить дрончик, да, этот дрончик куда-то там полетит. То есть вот и все, в принципе. Сельское хозяйство невозможно, потому что ну, заминировано Все дронами. заминировано. Ну, то есть все. То есть какие-то заводы, какие-то ничего. Под землю ты, чтобы зарыться под землю, надо отрыть что-то под землей. А как ты что-то отроешь под землей, потому что, ну, это не... Ну, в общем, получается, я всегда очень, ну, обижался, был период, ну, там, когда территорию, там, родину мою малую называли диким полем. Ну, то есть дикое поле. Вот оно, дикое поле 21 века, выстилается вот такими, скажем так, военными действиями. Вот оно. То есть одно дело, можно предстать, например, между цивилизациями, как это нам подает Зеленский, каким-то рвом с крокодилами, какой-то засечной чертой, какой-то, не знаю, там, укрепрайоном. А можно просто полем широким, которое ты не перейдешь, потому что все выжжено и уничтожено. И это тоже вот в контексте вот глобальных изменений, ну тоже путь получается. Это Поля... Поляки с кем? Мы так пропустили эту тему немного. Что за орденопад? Это, как вы выразились, ну, тоже адибилизация, понимаете, которая перебрасывается через границу? конечно, это, ну, во-первых, украинизация происходит. Ну вот украинизация не в смысле украинцы, украинцы тут ни при чем. Это то, что случилось с Украиной, да, происходит украинизация всех по периметру. И Польши, и Румынии, и у нас проходит серьезная украинизация. Ну, достаточно посмотреть на часть нашей пропаганды. Но она уже упоролась, она бьется в такой же истерике, как бьется пропаганда украинская. Это принцип сообщающихся сосудов. Поэтому поляки точно так же играют в шоу-политику. Там даже были сообщения, что у Навродского рейтинг подрос после того, как он, в общем-то, начал эту всю историю. Вот. Потому что в ситуации, когда у тебя начинается, ну, сначала внутри холодная гражданская война, все же недовольны этим по большому счету. Общество этим недовольно, как и украинское общество по большому счету было недовольно АТО. Ну, кто ей был доволен? Но нужно всегда придумать внешнего врага, который, кто съел наше сало. Да? Вот поляки спрашивают, там, кто скушал, не знаю, что, нашу водку выпил, да, или что там у них, борщок съел. Вот. Поэтому всегда нужно найти кого-то, на кого свалить, так сказать, все беды, что это они виноваты. Хотя при этом же, это же поляки. Я до сих пор убежден, что поляки являются одним из главных, ну, первопричин того блуда, именно блуда, в который заманили Украину. Это было начиная еще с 2004 года, когда поляков приняли в Евросоюз. Они же системно обманывали и украинский народ, и украинские элиты соблазняли, что вот вы должны быть следующие за нами, вас обязательно примут в Европейский Союз. Мы ваши адвокаты, мы вам расскажем, как надо идти. Но это была ложь, потому что
никто никогда никого, Украину, в Европейский Союз принимать не собирался. Точно так же, как никто не собирался принимать Турцию. Я напоминаю, что Турция пережила свой подобный кризис, там просто хватило ума прийти, ну, была же война с Грецией, ну, имеется в виду на Кипре, да, их же тоже чуть не втянули в блуд войны, ну, по периметру, да, но удалось как-то стабилизироваться и стало понятно, что никто в Европейский Союз Турцию не примет. И вот это вот соблазнение, вот это вот охмурение, как ксензы, которые охмурили Козлевича, это лежит серьезная ответственность на польских элитах. И теперь они включили такой режим, как это, ой, мороз, мороз, не морозь меня. Вот. Мы в этом не виноваты, как этот режим Дуримара, а я тут ни при чем, совсем тут ни при чем. И теперь из этого всего пытаются, так сказать, спрыгнуть. Но там у них есть еще поляки, очень прагматичный народ, ну, а элиты особенно. Ведь они же первые несколько лет были одними из главных выгодополучателей, когда шли деньги и вооружение. Но теперь же ситуация изменилась. Трамп же теперь заставляет платить Европу за вооружение. То есть и теперь это начинает ложиться уже на плечи. То есть поляки как бы должны уже нести расходы. И они совмещают вот эти вот два, так сказать, подхода. То есть подход шоу политический, что мы устроим шоу, что мы тут ни при чем, что это вот сами они бандеровцы. А что они не знали? Вот там сейчас наезд же на мэра Львова. А вы что, не знали, какая, так сказать, городская элита в городе Львове? То есть вы не в курсе всего этого? То есть вы же постоянно приезжали, вот, там давным-давно стоит памятник Бандеры возле политеха, там давным-давно проходят факельные шествия. То есть это не вчера началось, это уже более 25 лет. Ну, когда речь Технобока на горе Еварыни? 2003 год? Вот, 2003 год, это уже действующий народный депутат. Поэтому поляки это, конечно, сильные хитрованы. Ну и плюс они решают внутриполитические задачи, как я, собственно, говорил. Но это все в рамках концепции когнитивной войны. У нас же обязательно должна быть толика просвещения, да? Вот потому что для этих вот процессов, которые мы разбирали, очень важно понимать эту саму концепцию. Это вот сейчас будет цитата из документов именно западных посвященных. Вот основная цель состоит не в том, чтобы служить дополнением к стратегии или победить без боя, а в том, чтобы вести войну против того, что думает, любит или во что верит враждебное сообщество, путем изменения его представления о реальности. Это война за то, как враг думает, как работает его разум, как он видит мир и развивает свое концептуальное мышление. То есть все прекрасно знали изначально. Но было выгодно бороться за то, чтобы враг думал, что, ну, враг в данном случае, мы говорим про польские элиты, потому что у нас общий в этом смысле враг, потому что в этот блуд они вели не только Украину, они пытались вести свою деятельность, в том числе и в Калининградской области, и в Белоруссии они создавали иллюзии. Зачем выдавали карты поляка? Ну что за ерунда? Ну то есть что за подрывная деятельность? Но они боролись за то, как мы же для них тоже, так сказать, враг. Они не скрывали это вот, никогда. Концепция всходних кресов никуда не менялась. Они считают это своей, так сказать, территорией. Вот. Они боролись за наше мировоззрение. И какая-то часть и наших элит, и нашего народа на это повелось. Просто, ну вот, они просто поверили в это все. И это чистой воды когнитивная война, потому что реальность никогда не менялась. Никто никогда Украине в Евросоюз ничего не обещал. Ну вот по факту, не было этого никогда. Но какая-то часть поверила в эти иллюзии, а вторая часть, что самое страшное, она поверила, что вот национализм, вот, и его самая мерзкая форма, это нацизм, она вообще как-то совместима с какой-либо интеграцией. Нет. Национализм не способен интегрироваться ни с чем. Если бы у поляков процветал бы свой подлинный национализм, они бы никогда не вступили бы в Евросоюз. Германия с ними бы никогда не объединилась. Потому что для того, чтобы вступать в любые, это же как валентности, да? То есть приходится от чего-то отказываться. Приходится где-то наступить, так сказать, на горло собственной песни. И только тогда можно интегрироваться. Любая интеграция это во многом как
семейная жизнь, как дружеские отношения. То есть для того, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. А национализм, особенно безудержный национализм, это же форма еще и эгоизма. Нам все должны. И единственное, на чем могут сосуществовать национализмы, это на совместной борьбе с неким общим врагом. Ну, как вот у Фаины Раневской, да, против кого дружим девочки. То есть можно объединить национализмы, чтобы натравить еще на кого-то. И вот эта иллюзия была, что все национализмы мы сейчас натравим на Россию. До этого, кстати же, так Югославию рвали. Но Югославия была поменьше. То есть давайте мы все национализмы натравим на, так сказать, сербов, которые являются главными, значит, у нас виновниками, главными шовинистами в Югославии, как бы главный народ, и мы их порвем. Но это очень короткая цель. На этом, в общем-то, Гитлер в свое время объединил Европу. Кстати, Наполеон на этом в свое время объединил Европу. То есть будет у нас некий совместный поход. Но как только поход не удается, то все эти национализмы начинают между собой конфликтовать. Как это произошло в 19 веке, собственно, когда походы не удались, начались сразу же войны в Европе. Сейчас поляки это почувствовали, поэтому они включают свой традиционный национализм, а у них, я напомню, есть два вектора национализма. Один антивосточный, другой антизападный. Вот для того, чтобы погасить антизападный национализм, то есть в первую очередь антинемецкий, они снова вытаскивают из, так сказать, рукава национализм антивосточный. А для поляков, что Россия, что Украина, что Белоруссия, это все-таки и русские, только разные русские. Да, вот, как бы, вот и все. Ну, Беларусь ответила, что это МИД официально сегодня заявил, если будет пересечена граница украинско-белорусская, да, вот в направлении Беларуси, то полетит все. Это мы можем официально, ну, на аналитическом уровне, да, когда мы задавались вопросом, а что там Лукашенко выездил, ну, видимо, выездил вот это, что если будет пересечена граница, будет лететь все, а все это все. Ну, то есть то, что есть на территории Беларуси, включая там и тактическое ядерное оружие, которое было размещено. Я думаю, в этом и есть цель, Александр. Потому что логика эскалации для заказчиков этой войны – это полигон. А на полигоне нужно, чтобы были испытаны все виды оружия. В этом же еще одна грань украинской трагедии. Потому что иначе бы договаривались бы в Стамбуле, например, да? Или еще в Гомельской области, я напоминаю. Первый был визит, после которого убили Киреева, да, одного из представителей, который явно что-то знал. Тогда же вот первый раз в Гомельскую область поехали же как представители партии Зеленского, да, там же и Арахамия был. А еще были представители парламентской оппозиции. Да, и вот в частности же Киреев, это и как раз и был, ну, он считался, что он из группы ничего, Клюевых, по-моему, еще, ну, вот он, короче, из Стародонецкого клана, да. Его же почему-то убили. А почему убили? Потому что он что-то знал о том, что говорили в Гомеле, да. Вот. И поэтому после того, как был выбран путь полигона, и началась, собственно, украинская трагедия. Потому что на полигоны, ну, задача полигона, чтобы там все обстрелять. И выбор сделан, ну, принципиальный. После того, как они особенно спрятали всех своих семьи, вот, ближайших родственников и даже компаньонов, после того, как они были переведены, ну, украинские элиты сделали выбор, что они на этом полигоне просто зарабатывают. Вот, зарабатывают на свою, так сказать, ну, они зарабатывают славу, потому что для Зеленского это же у вас кость Бондаренко постоянно напоминает, да, что для Зеленского очень важны аплодисменты. Ну, это метафора, а это человек, мотивированный славой. Но это еще и неплохо оплачивается, то есть он еще и зарабатывает большие деньги. Поэтому этот выбор был сделан в Стамбуле в 2022 году, потому что в Гомельской области еще, когда были первые переговоры, там как-то еще позиция колебалась, что, в общем-то, надо быстро договориться и пытаться из этого кризиса как-то выйти. Ну, а дальше все, как полигон был сделан, и теперь просто на полигоне гибнут новые и новые, так сказать, социальные группы, которые думали, что они отсидятся. То есть кто-то думал, что можно отсидеться, но, к сожалению, отсидеться ни у кого не получится, потому что полигон – это вот то, что вы описывали,
как дикое поле, но это даже не дикое, это вот то, что называется, ну, полигон, выжженная земля. Вот. И это выбор осознанный элит, а самое главное, произошла всяческая зачистка любой альтернативы, которая вообще существовала. Вот. И именно поэтому такие атаки на ту же православную церковь. Потому что если мы заметим, что вот в период такого вот лихолетия 14-22 год, единственная сила, которая осмысленно выступала за то, что нужно останавливать именно вот людоедскую идеологию, проходили же марши за мир под эгидой именно церкви, и это достаточно сильная и разветвленная организация. Я не шибко специалист по православию, я там, не воцерковленный человек, но я просто понимаю, что церковь это в первую очередь организация там, тысячелетняя, которая хранит в своей памяти, начиная же, ну, есть же святые у нас, там, Борис и Глеб. Кто это такие? Это князья, которые были убиты в ходе вот такой вот подлой гражданской войны, и именно церковь была тем институтом, который последовательно выступал против того, что мы сейчас называем там, междоусобные феодальные войны, а они же сколько сотрясали Русь? Ну вот со смерти Ярослава Мудрого и фактически до начала централизации уже Руси под эгидой Да. северо-восточного центра, ну сколько? Несколько столетий. И какая-то мы часть попала, А мы тут понимаете? переживаем, а давайте все закончится в ноябре, знаете. Ну, вот сейчас, О на чем этом речь? этапе истории. Давайте в ноябре пускай все закончится. А там вот столетиями междоусобицы этих длились. В любом случае будем надеяться, что как бы сколько веревок. Если бы это от нас зависело, понимаете, давайте все закончится завтра. Но тут же, понимаете, нужно не забывать нашу классику. Я бы предложил бы нам под финал тоже процитировать Пушкина. Ведь Александр Сергеевич, он очень был оппозиционный человек своего времени. У него были друзья-декабристы, он лично у царя просил, чтобы они как бы помиловали. Вот. Если бы он сам находился, это он по его свидетельствам, во время восстания декабристов, он скорее всего к ним присоединился бы, да. Он был очень резок в высказываниях, ну плюс у него есть там очень антиклерикальная гаврилиада, вот, ну вот против именно попов, так сказать, от которой он открещивался. За ним была персональная слежка. Но, тем не менее, вот у него же одно из лучших произведений, к сожалению, сейчас же в Украине не изучают Пушкина, называется «Клеветникам России». Я бы хотел буквально пару четверостишей, вы наверняка еще ж учили ее в школе. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою, домашний, старый спор уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос, славянские ручьи сольются в русском море, оно иссякнет? Вот вопрос. И это действительно важнейший вопрос. Либо мы сольемся в нашем едином море нашей общей культуры, либо оно иссякнет. И это нам напоминает Александр Сергеевич Пушкин, который, я напоминаю, был очень оппозиционен по отношению к своему времени и, в общем-то, не только к власти, но в том числе и даже к авторитетным людям. Ну, видите как. А у нас же как? Мазепа наш. Мазепа наш. Вот это все. Да? Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо, да пребудет чистота понимания. Берегите себя, дорогие друзья, несмотря ни на что. Добра и света. Увидимся.